Давай сделаем это. Спасибо, Брайан. Ладно, давай посмотрим. Посмотри вот на это. Автор, спасибо, что поделился этим. MD325, создатель C++, просит помощи, чтобы защитить язык от серьезных атак. Это превращает плохие чувства в хорошие. Давай посмотрим на эти атаки. Бьорн Сарцруп хочет, чтобы стандартная система реагировала на запросы о безопасности памяти, пока монстры из России стоят у дверей. Это все, что у меня есть. Это почти все, что я хотел прочитать за всю свою жизнь. Бьорн, создатель C++, обратился к сообществу C++ с просьбой защитить язык программирования, который в последние годы игнорировали агентства по кибербезопасности и технические эксперты из-за проблем с безопасностью памяти. Кстати, если ты используешь уникальные указатели, то можно решить множество проблем. C и C++ построены на ручном управлении памятью, что может привести к ошибкам безопасности памяти, таким как чтение и запись за пределами допустимого. Хотя оба языка можно писать и комбинировать с инструментами и библиотеками, чтобы минимизировать этот риск. Подобные ошибки, если они возникают, составляют большинство уязвимостей в больших кодовых базах. В последние 3-4 года из-за громких и финансово затратных случаев эксплуатации этих уязвимостей, эксперты по кибербезопасности в промышленности и правительстве призывали отказаться от использования C и C++, пропагандируя языки с лучшей безопасностью памяти, такие как Rust, Go, C, Java, Swift, Python и JavaScript. Это невероятно. Я имею в виду, JavaScript действительно безопасен для памяти или нет. Я имею в виду, что думаю, это безопасно в том смысле, что вы можете использовать столько памяти, сколько вам нужно, верно? У вас есть вся память. Сообщество C++ отреагировало на это многочисленными предложениями по обеспечению безопасности памяти, включая TrapC, FilC, MiniC и SafeC+++. И это лишь некоторые из них. Но Страус-Труп, профессор информатики Колумбийского университета, бьет тревогу. И становится ясно, что проблема не только в медленном прогрессе, но и в отсутствии общественного мнения, которое могло бы конкурировать с обожанием Rust в технологической индустрии. В своем письме от 7 февраля в Комитет по стандартам C+++, в поддержку своей концепции безопасности памяти, он написал: «Это явно не традиционное техническое предложение по созданию нового языка или библиотеки. Это призыв к срочным действиям, отчасти в ответ на беспрецедентные серьезные атаки на C+++. Я думаю, G21 должна сделать что-то значимое и, скажем так, сделать это и показать, что она это сделала. Profiles — это платформа, которая может это сделать. Так что погодите. Давайте я объясню. Это Бьорн. Он что, расстроен? Потому что сейчас все критикуют C+++. Я имею в виду, разве мы не критиковали C+++ уже лет 10-15 еще до того, как началось повальное увлечение Rust? Разве критика C+++ не является просто старомодным занятием? Разве мы не пытались избавиться от C+++? Но кто мы такие? Все? Даже C+++ критикует C+++, дефис, например, даже разработчики C+++ критикуют C+++. Теперь это скоординированная атака. Ладно, Линус Торвальд до сих пор проклинает C+++. Да, я знаю. Я почти уверен, что это предложение звучит так: убирайтесь с моей лужайки. Я написал код, который использует библиотеки, чтобы сделать ваш ужасный язык хорошим. Этот парень, я думаю, может быть и не. Есть кое-что забавное. Я скажу, что это просто взгляд со стороны, но это предложение, этот язык, на самом деле, я думаю, это правда. Он написал способ сделать фреймворк для обеспечения безопасности памяти в C++ и использует недовольство людей, чтобы рабочая группа его реализовала. Знаете, это похоже на то, что если это так, и я не ошибаюсь в том, что он сказал, это похоже на гениальный политический ход, чтобы что-то реализовать. Он буквально использует очень серьезный язык, чтобы создать ощущение срочности, а затем говорит, что его решение — это решение проблемы. Это просто гениально. Я имею в виду, что это гениально написано. Он знает, давайте посмотрим его заметки. Его заметка продолжается. Как я уже говорил, это возможность, потому что безопасность типов и ресурсов, включая безопасность памяти, были одной из ключевых целей C++ с самого начала. Мне кажется, это немного похоже на ревизионизм. Верно? С самого начала этого письма. Должен признать, что одной из целей C++ была возможность обеспечить безопасность памяти. Да ладно, это не может быть правдой. Я не знаю, верю ли я в это. Я думаю, что это должно было стать началом с самого начала.
Верните C++ в былую славу. Он всегда говорил, что добавит в C++ функции, которые нужны людям. Люди этого хотят. Я уверен, что люди этого хотят. Может быть. Я имею в виду, что я не знаю, насколько это востребовано, но я был бы удивлен. Я просто немного удивлен. Меня просто удивило это заявление. Это просто кажется немного странным. Я очень серьезно к этому отношусь. Пожалуйста, не обманывайтесь моим относительно спокойным тоном. Я, наверное, не видел много его записей, так что, возможно, это не так уж и важно. Страструп не славится резкими высказываниями или гиперболами. Последний раз, когда он использовал такие эмоциональные выражения, это было в 2018 году, когда он попросил сообщество C++ замедлиться и предлагать улучшение языка более скоординированно. Чувак, представь, что они сами управляют своими инструментами. Например, смогу ли я когда-нибудь импортировать их? Мы на пути к тому, что может уничтожить C++, как он предупреждал тогда. Мы должны сойти с этого пути. Черт, что мы делаем? Правило 7? Люди, которые действительно хорошо разбираются в C++. Я имею в виду, если быть до конца честным, люди, которые действительно хорошо разбираются в C++, тоже любят его, верно? Они, как правило, умеют им пользоваться. Давайте сравним статьи. Это забавно. Давай посмотрим в сообщении от 13 февраля, направленном в список рассылки SG23, посвященном вопросам безопасности, в котором говорилось о скептицизме в отношении того, что существует угроза для C++. Страструп указал на безопасность продуктов C и правительства США отчет о плохих практиках, опубликованный в октябре прошлого года, в котором цитируется рекомендация о том, что к 1 января 2026 года производители должны разработать дорожную карту безопасности памяти для продуктов, использующих небезопасные для памяти языки, которая приведет к устранению уязвимостей в безопасности памяти или должны перейти на безопасный для памяти язык программирования. Штраусепт заметил это. Я считаю, что это реальная угроза. Да, но, как мне кажется, вопрос, который я должен задать, заключается в том, является ли это проблемой, потому что эта проблема действительно существует, и мы все очень-очень виноваты в этой проблеме. Разве это проблема, когда ты что-то создаешь? А потом, когда ты что-то создаешь, ты не в состоянии осознать, что появилась какая-то другая альтернатива, в которой есть какие-то лучшие принципы и почему люди могут выбрать это. Верно? Знаешь, это похоже на то, как ты придумываешь решение проблемы, а потом кто-то придумывает другое решение, возможно, лучшее по определенным причинам. А потом ты расстраиваешься и пытаешься заставить свое решение работать в любом случае. Я имею в виду, что я был виновен в этом. Я думаю, что мы все были виновны в том, что, возможно, слишком сильно отождествляли себя с тем, что мы создали. Дело даже не в каких-то затратах. Это больше похоже на то, что я не хочу использовать термин «эго», потому что, по-моему, это неправильный термин. Вот. Я думаю, что это больше похоже на самоидентификацию, точно так же, как ваша идентичность связана с этим, и почему это на самом деле хорошо. Это похоже на привязанность к своему творению. Да, я был привязан к этому творению. Этот продукт — мое детище. Я не думаю, что это так. Я не думаю, что это синдром упущенной выгоды, потому что синдром упущенной выгоды — это, наверное, не совсем подходящее здесь определение. Просто потому, что он слишком долго этим занимается. Возможно, это что-то другое. Может быть, даже не синдром непридуманности. Я думаю, это просто его. Он сам это создал. Это его. Он это знает. И плюс ко всему, я уверен, что если вы будете использовать C++ правильно, то это отличный язык. Когда вы знаете все тонкости и нюансы, это, наверное, здорово. Но реальность такова, что, знаете, если вы правильно используете MISPAS, то да, это выглядит очень круто смотрится. Но при свете дня, может быть, этот малыш уже не так хорош, понимаете? Он, наверное, тоже видит путь вперед, но ему приходится преодолевать организационную волокиту. Да, я имею в виду, что он создал своего собственного монстра, верно? Организация, которая должна была сделать процесс открытым и доступным для всех, также не позволяет ему двигаться, возможно, так, как это помогло бы C++ оставаться актуальным. Потому что я думаю, что актуальность, этот аргумент будет звучать бесконечно, всегда и везде, что нельзя писать безопасно. У вас не может быть чего-то безопасного, потому что оно существует. Как будто вам не разрешено иметь что-то безопасное. Или вы не можете создать что-то, что использует небезопасный язык, потому что это как бы морально неправильно. Это плохо. Это не просто морально неправильно. Это вызовет множество проблем. И это не обязательно так, верно? Не все встроенные функции нужно писать на Rust или на каком-то другом безопасном языке программирования. Хотя я уверен, что скоро появятся и другие безопасные языки. Я имею в виду, что Odin может создавать очень успешные визуальные эффекты, и я бы не стал относить их к безопасным, верно? Мне кажется, что в нашем современном мире программирования есть некоторая странность, когда люди, которые не очень хорошо разбираются в низкоуровневых концепциях,
призывают к уничтожению вещей, в которых они не очень разбираются. Честно говоря, я тоже не очень хорошо в них разбираюсь, но я понимаю, что у меня нет опыта, поэтому я не призываю к уничтожению вещей. Когда я был за границей, эта история была в топе. Строуструп сказал, что хотел бы подробнее рассказать об этом, но выразил опасение, что поспешный ответ может быть неправильно понят или вырван из контекста. Но он поддержал включение своих замечаний в рассылку. Строуструп хорошо осведомлен о растущем внимании к безопасным языкам программирования. В своем ответе Microsoft Edge в 2022 году он прямо затронул эти вопросы, а также призыв Марка Русанова к прекращению разработки всех новых продуктов. О, я помню это. Это был твит, верно? Это был твит, в котором он написал: «Зачем вам это делать? Зачем вы это делаете?» Да. Почему бы просто не сделать ссылку на твит? Он удалил его. О боже, его больше нет. Он удалил его. О боже, он такой слабак. Чувак, если ты собираешься это сделать, то не сможешь, просто не сможешь. Ты не можешь написать твит, а потом удалить его, ясно? Прекрати это. Это нелепо. Абсолютно нелепое поведение. Чувак, будь мужиком. Скажи, что ты собираешься сказать. Скажи это от всего сердца. Мы все знаем, что ты это сказал. Просто скажи это. В любом случае, я это помню. И да, ладно. Я не знаю. Думаю, в каком-то смысле я не удивлен. Например, разве кто-то действительно удивлен, что C++, язык, который и так уже многие ненавидели, получил еще больше причин для ненависти? И поэтому люди еще больше его ненавидят. Для меня это не должно быть сюрпризом. Это не кажется мне чем-то удивительным. Отмахиваться от замечаний Росановича как от увлечения новым языком. Страструп ответил, что безопасность, очевидно, критически важна во многих контекстах. Поэтому я годами работал над повышением безопасности C++. Да, умные указатели – отличный тому пример. Он призвал к эволюционному подходу, модернизации кода C++ для повышения его безопасности с помощью тестов и инструментов, а не к революции, которая выбросит C++ в окно. Я бы сказал, что для меня самое важное в новых инструментах или новых языках – это то, что они поставляются с собственными инструментами. Для меня C++ – это самая главная причина, по которой я не люблю C++. Он не управляет своими инструментами. И поэтому, если вы когда-нибудь захотите что-то использовать, вам будет практически невозможно воспользоваться какими-либо новыми функциями. И каждый раз, когда вы работаете с устаревшим кодом, вы как будто застреваете в этом странном окне, где невозможно ничего обновить. И вы думаете, ну мы же на C++11. Мы не можем отказаться от C++11. Просто используйте Kmake. Но это проблема, верно? Это фундаментальная проблема. Верно? Это фундаментальная проблема такого подхода, потому что когда вы используете Go, вы компилируете с помощью Go. Когда вы используете Rust, вы используете Cargo. Если вы собираетесь использовать Odin от Jinja Build для Flex, вы будете использовать Odin. Вы будете использовать Odin для сборки. Все эти инструменты — это отдельные системы. И это просто безумие, что мы живем в таком мире, верно? Мы как будто живем в мире, где все нормально, все в порядке. Просто соберите все вместе. Kmake — один из худших языков, которые вам приходилось учить. И по мере того, как проект неизбежно становится больше, он становится все более и более нелепым. Невозможно заставить разработчиков согласиться на использование инструментов. Например, в моей компании мы даже не можем договориться о формате ClanTidy. И это касается любых других инструментов. Я мог бы еще долго об этом говорить. Может быть, напишу об этом в блоге. О да, мы тоже так делали в Netflix. В команде, над которой я работал, было 12 человек, и у нас была кодовая база C++ примерно на 7 миллионов строк. И кто-то из разработчиков Chrome предложил, чтобы мы все использовали один формат. Кстати, мы использовали Ninja, и у нас были гигантские файлы Kmake. Мы говорим о сотнях таких проектов. И когда мы это сделали, мы предложили это. 3 месяца спустя мы наконец закрыли проект, потому что никто не мог прийти к согласию. Но вот в чем дело. У вас все еще есть системы сборки, которые не требуют форматирования, верно? Например, вы можете собрать проект без форматирования. Вы знаете, что это две разные операции. Сборка не требует форматирования, верно? И да, это позиция Google. Давайте посмотрим, это позиция, которую Google поддерживает, признавая, что C и C++ будут использоваться еще много лет, и ими нужно управлять. Да, они будут использоваться. Я думаю, что умру раньше, чем перепишут C++. Но я чувствую, что это гарантия того, что C++ не исчезнет, по крайней мере, при моей жизни. Но буквально на этой неделе шоколадная фабрика ясно дала понять, что больше сосредоточена на безопасности памяти в будущем, чем на модернизации C++.
Мы призываем к фундаментальным изменениям, коллективному обязательству наконец устранить уязвимости в безопасности памяти, основанные на практике безопасного проектирования. Не только для нас самих, но и для будущих поколений. Рекламный бизнес, сказал классика рекламного бизнеса. Когда я думаю о рекламе, я думаю о практике безопасного проектирования. Учитывая призыв разработчиков C к отказу от C++ к 2026 году, у сообщества C++ осталось не так много времени, чтобы отреагировать. Робин Роу, возглавляющий проект TrapC, не верит, что профили успеют появиться вовремя или что они будут практичным решением. Если вы добавите в код профиль, некоторые функции языка C++ перестанут работать, сказал он регистратору. Это как флаги компилятора в Linux. Только вместо того, чтобы превращать предупреждения в ошибки, он отключает указатели или массивы. Что? Что? Чувак, слушай, я вообще не читал, что делает этот профиль, но я даже не понимаю, что это значит. Например, что значит отключить указатели? Программисты на C++ помечают свой код профилем, а затем переписывают части, которые не работают из-за ограничений профиля, объяснил Роу. Я думаю, что опция безопасности, очевидно, никогда не будет продаваться, верно? Опция безопасности — это одно, но опция безопасности с возможностью выбора — это то, что никогда не будет продаваться. Например, цикл C4, который проходит по массиву C, должен быть заменен на цикл C++ for, который делает то же самое, используя стандартный вектор, сказал он, назвав это режимом, который заставляет программистов на C++ переписывать свой код, используя последние рекомендации по C-Core. Никто не говорил, что профиль C станет стандартом SUC или будет реализован в компиляторе до 2026 года, сказал Роу, который также сомневается в проекте DARPA Tracta. Кстати, если вы не знаете, что такое Tracta, то это использование искусственного интеллекта для переписывания C++ на Rust для автоматического преобразования C в Rust. Да, извините, преобразование C в Rust. К тому времени мы будем готовы. У Роу есть шанс победить в этой гонке. Недавно он представил комитету SUC свою работу над компилятором TrapC, который, как он надеется, будет готов в конце этого года. Он представил проект комитета по стандартам SUC в четверг, 27 февраля, на встрече в Граце, Австралия. Это довольно интересно. Может, мне стоит изучить TrapC? TrapC, похоже, звучит круто. Хорошо. По словам Роу, компилятор TrapC для указателей памяти MSP не допускает переполнения буфера и не вызывает ошибку сегментации. Когда код на языке C компилируется с помощью компилятора TrapC, все указатели становятся MSP и проверяются. Значит ли это, что язык становится медленнее? Это все элементы, которые проверяются во время выполнения? Он это утверждает? Роу утверждает, что другие схемы безопасности языков программирования C и C++ не являются всеобъемлющими. По его словам, уязвимость языков программирования C и C++ с настраиваемыми параметрами, таких как C++ с профилем, расширение C и 3211 или другие, заключается в том, что безопасность памяти не гарантируется во всех модулях компиляции. Да, медленный C++. Давайте посмотрим. Время компиляции, я думаю. Так, значит, TrapC — это проверка во время компиляции. Интересно, как это работает, особенно с динамической памятью. Это кажется очень интересным. Rust тоже уязвим. Давайте посмотрим. Rust тоже уязвим. Хорошо, с подмножествами очень легко создать небезопасную дыру, где использование памяти не проверяется в коде, который должен быть безопасным. Rust тоже уязвим. Программы на Rust могут использовать небезопасное ключевое слово Rust и широко применять небезопасные указатели C. Это очень небезопасно. Дэвид Чизел, приглашенный исследователь из Кембриджского университета и директор по системной архитектуре в компании SCI Semiconductor, которая занимается разработкой аппаратного обеспечения для обеспечения безопасности памяти на основе инструкций по повышению риска. Черри скептически отнесся к решениям по обеспечению безопасности памяти на уровне языка в ответ на призыв Страструпа к SG-23. В наши дни очень мало что пишется на одном языке, и важно обеспечить безопасность памяти на разных языках, написал он. Если вы пишете на Rust Core или Lua, но Lua не поддерживает уникальную модель владения Rust, то это сильно затрудняет безопасное прерывание. Важно обеспечить безопасное прерывание. Я думаю, что самое главное в этом то, что он упомянул Lua. А Lua просто потрясающий, когда дело доходит до использования, чувак. Если ты создаешь пользовательский интерфейс или какие-то свободные части, то можно просто добавить небольшой интерпретатор Lua и запустить его через него. Это просто потрясающе. Чувак, он упомянул Lua. Круто. Бразилия упомянул. Я все больше и больше влюбляюсь в Lua. Я думаю, что Lua великолепен. Беллатра Lua. Roblox Lua, да?
Луа. Я почти не знаю ее. Да, удачи в обеспечении безопасности вашего фи-слоя. Вы не можете делать никаких предположений о том, что другие языки вызывают ваш код. Точно. Там есть целый набор вещей. Язык с одноиндексной системой. Я ненавижу это. Но да, Беллатра, да, я думаю, что он использует Lua, игровой движок Lua. Я забыл, как он называется. Я люблю Lua, что-то вроде этого. Ти-Джей, да? Ти-Джей сказал мне это. Люблю двухмерный. Да, Ти-Джей, ты мне это сказал. Я думаю, что многие видеоигры используют Lua для написания сценариев пользовательского интерфейса. Да, я имел в виду одноиндексную систему. О, это потому, что индексирование по одному — это глупо. Хорошо, постепенная миграция с C на текущий C++ с добавлением плюсов — это отличная идея, потому что можно делать это поэтапно. Я не вижу в этом ничего хорошего. Я не уверен, что переход с C на C++ — это хорошая идея. Прости, Дэн. Я знаю, что Дэн сейчас переворачивается в гробу. Он очень зол на меня за все, что я говорю, но я не уверен, что это хорошая идея. Переписывать миллиарды строк кода за один раз — это проблема. Даже если в итоге получится безопасный код, переписывание кода приводит к появлению ошибок, и многие из них будут критичными для безопасности. Если бы можно было постепенно переводить код с C на безопасный C++, это было бы здорово. Я думаю, что было бы лучше, если бы вы могли что-то сделать с C, поэтому переход на C выглядит более перспективным. Я предполагаю, что переход на C тоже возможен. Я имею в виду, что многие программисты на C предпочли бы использовать его, а не C++. Еще неизвестно, кто будет автором этой истории. Если безопасность памяти останется в ведении правительства, как заметил Чизел, новая администрация США удалила все со своего сайта и уволила большинство сотрудников СИСа, которые занимались безопасностью памяти. Да, я думаю, что это будет интересно. Я предполагаю, что эта история будет восстановлена, и правительство снова займется этим вопросом. Это мое предположение. Это все из-за предыдущей администрации. Все распродавалось за бесценок. А потом, когда все закончилось, цены снова поднялись, верно? Это точно не ловушка, точно не ловушка. Я думаю, что правительство продолжит это делать, потому что для них это очень выгодно. Я полностью понимаю подход правительства, потому что у них очень сильная мотивация быть максимально безопасными. Налоги на небезопасные указатели. Бум. Никогда не доверяй правительству. Ну да, я тоже никогда не доверяю правительству. Прежде чем Ева найдет самый большой бэкдор в правительстве, вот что я скажу. Единственная проблема с этими новыми языками 1Zig-J в том, что у них нет модели параллельной памяти. Ты имеешь в виду, что у них нет отправки и синхронизации? Ты пытаешься тайно продвигать Rust на этом канале? Это то, что ты пытаешься сделать? Ты пытаешься тайно продвигать Rust на этом канале? Это то, что здесь происходит? 1J Zig Ox, да? Rust для ветра. А модель памяти Rust — это C++ 11 или C11, и модель памяти C++. Можем ли мы отправить крабов людям-крабам? Можешь. Да, я могу. Я виню Сиса. Да, вот и поворот сюжета. Да, это поворот сюжета. Да, Rust использует только модель памяти C++. Без нее нельзя писать платформенно совместимые параллельные программы. Мужские модели? Конечно. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Безопасность параллелизма Rust — это еще одна победа. Да, я понимаю, мне нравится Rust. Мне нравится, что когда вы передаете что-то между потоками, это сразу же дает вам знать, что вы передаете что-то между потоками. И вы не можете этого сделать, если не знаете, как это сделать безопасно. Мне действительно нравятся эти предупреждения, потому что у меня много раз возникали проблемы с доступом к параллельным картам в Go. И это просто потому, что, понимаете, есть проблема, верно? Ой, ну что за ерунда. Все зависит от того, как вы используете УОС и так далее, когда речь идет о параллельных процессах. Это никогда не было сильной стороной C. C должен был написать операционную систему. Вот учитесь пользоваться. Ладно, успокойся, жонглер кватернионами. Ладно, не все мы живем в мире фантазий. С ума сойти. Ну ладно. Знаете, это довольно забавно. Это беспрецедентная и серьезная атака на C или C++, потому что правительство сейчас выступает против этого языка. Так что да, я бы сказал, что это беспрецедентный уровень атаки. И я могу представить, что если бы я посвятил свою жизнь созданию чего-то, а теперь это рушится, то это было бы очень тяжело эмоционально. Я понимаю. Я думаю, я понимаю Бьорна. Извини, Бьорн. Просто оказывается, что одна из твоих целей, к которой ты не очень хорошо стремился, понимаешь? Я имею в виду, что я просто...